Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Жанр исторический фильм второй в списке самых популярных среди зрителей. В таких фильмах отражаются конкретные исторические эпохи, события и личности прошлого. Сегодня мы представляем вам дайджест исторических фильмов, имевших зрительский успех и достойные кассовые сборы. Они есть в свободном доступе и отличном качестве в интернете. От вас взамен мы ждем всего лишь вашу подписку на наш канал. Это позволит вам и дальше получать информацию об интересных проектах. Также у тебя есть возможность поддержать нас донатами. Если ты готов это сделать, то найди ссылку в описании ролика или на главной странице нашего канала. Ну а мы поехали! Времена правления Марии I Тюдор. Протестанты поддаются гонениям ревностной католички королевы. По приказу умирающей Марии дочь Генриха VIII Иоанна Болейн заключает в Тауэр. Но королева так и не решилась казнить сестру. И после ее смерти Елизавета восходит на престол. Впереди ее ждали 44 года правления, которые изменят эту страну. «Елизавета» – исторический биографический фильм режиссера Шекхара Капура. За этот фильм он был отмечен «Золотым глобусом» в категории «Лучший режиссер». Титульную роль исполнила обладательница 2 премий «Оскар» и 4 премий «Золотой глобус» Кейт Бланшетт. Зрители хорошо ее помнят по роли в кинотрилогии «Властелин колец». Основной актерский состав не менее впечатляющий. Джозеф Файнс, запомнившийся зрителю по фильму «Влюбленный Шекспир», оскароносный и золотоглобусный Джеффри Раш, известный по фильмам «Лучшее предложение», «Король говорит» и, конечно же, «Пираты Карибского моря», и еще целый букет прекрасных актеров. 1585 год. Католическая Испания – одна из самых могущественных держав мира. Король Филипп разворачивает кампанию по захвату Англии, чтобы присоединить ее земли к Испании и посадить свою дочь Изабеллу на английский трон. В период войны с Испанией Елизавета лично возглавила войско, сражаясь за свою землю до победного конца. «Золотой век» – историческая драма о правлении английской королевы Елизаветы I в период англо-испанской войны. Фильм вышел на экраны в 2007 году и является продолжением фильма «Елизавета» 1998 года. Режиссером проекта также, как и первой части, выступил Шекхар Капур. Роль Елизаветы I вновь исполнила оскароносная Кейт Бланшетт. Свою роль во второй части повторил и капитан Барбосса Джеффри Раш. Также в актерской команде номинант на премию «Оскар» Клайв Оуэн и оскароносный Эдди Редман. Также фильм отмечен премией «Оскар» в номинации «Лучшие костюмы», а Кейт Бланшетт за роль Елизаветы была номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса». И опять времена правления английской королевы Елизаветы I. В центре сюжета этого фильма Эдуард де Вер, граф Оксфорда. По одной из версий, именно он является подлинным автором произведений, известных сегодня под авторством Уильяма Шекспира. Так это или нет, доподлинно неизвестно. Известно лишь то, что такие произведения, как «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Сон в летнюю ночь» и «Отелло» мог написать только гений. Кто на самом деле этот человек? Вымышленный персонаж или особо весьма известная, но под другим именем? «Аноним» – драматический фильм режиссера Роланда Эммериха. В его списке такие кассовые фильмы, как «Годзилла», «Патриот», «День независимости 2012» и «Звездные врата». Роль де Вера идеально исполнил актер Рис Иванс, наиболее известный зрителю по фильмам «Гарри Поттер и дары смерти» и «Новый Человек-паук» и сериалам «Элементарно» и «Дом дракона». В актерском ансамбле еще целый букет великолепных актеров, так что смотрите, наслаждайтесь. События разворачиваются во второй половине 18 века. Юной австрийской эрцгерцогине Марии Антуанетте выпала судьба стать королевой Франции. Жена короля Людовика XVI вела роскошную жизнь, в то время как народ прозябал в нищете и бесправии. Во Франции начали закипать революционные настроения. Нежелание королевской четы это замечать привели обоих на эшафот. «Мария Антуанетта» – исторический драматический фильм. Режиссером и сценаристом выступила София Коппола, обладательница премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий к своему же фильму «Трудности перевода». В основу сценария лег роман Антонии Фрейзер «Мария Антуанетта. Путешествие». Роль Марии Антуанетты играет номинантка на премию «Оскар» Кирстен Данст, которую мы помним по фильмам «Джуманджи», «Вечное сияние чистого разума» и «Меланхолия». Фильм вполне заслуженно был отмечен премией «Оскар» в категории «Лучшие костюмы», а также «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля. 1708 год. Молодое королевство Великобритания ведет затяжную войну с Францией за испанское наследство. Королева Анна по причине слабого здоровья не проявляет должного интереса к управлению государством. Страной безраздельно правит ее влиятельная фаворитка Сара Черчилль. Кузина из бедной семьи прибывает ко двору в поисках работы. Пока Сара занята вопросами ведения войны, Эбигейл за ее спиной заводит дружбу с королевой. С этого момента Сара начинает терять свое влияние.
Фаворитка – исторический фильм режиссера Йоргоса Лантимоса. Он 4 выдвигался на премию «Оскар», но, увы, пока не сложилось. Режиссеру удалось собрать отличную актерскую команду. Оскароносная Рэйчел Вайс, которую мы прекрасно знаем по серии фильмов «Мумия». Оскароносная Эми Стоун, воплотившая Круэллу в одноименном фильме. И Оливия Колман, получившая за роль королевы Анны в этом фильме премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». И при том, что это была ее первая роль в большом кино. Так что очень советую посмотреть этот фильм. Маргарита Датская впечатала свое имя в историю, став одной из самых влиятельных правительниц. События этого фильма разворачиваются в Норвегии. Маргарита получила титул «Королева Севера» после того, как ей удалось объединить в союз враждующее королевство Дании, Норвегии и Швеции. Новой целью становится корона Англии. Для ее достижения Маргарита решает женить племянника на принцессе. Но ее планы нарушает появившийся загадочный молодой человек. Незнакомец утверждает, что он ее сын Олаф, до этого считавшийся погибшим. А значит, королем должен стать именно он, а не племянник королевы. «Маргарита. Королева Севера». Исторический фильм датских кинематографистов. Он основан на реальных событиях, произошедших 7 веков назад. В фильме играет много хороших скандинавских актеров, чьи имена нам неизвестны. И тем не менее, фильм стоит посмотреть, особенно тем, кто любит исторические проекты. Фильм вышел в 2021 году и вполне заслуженно был отмечен зрительской симпатией. 1645 год. Англия в упадке. Времена бунтов позади. Безжалостный диктатор Карл I свергнут и пленен. В стране 2 новых лидера. Лорд Томас Ферфакс и его соратник генерал Оливер Кромвель. Страну необходимо объединить и реформировать. Но править должен кто-то один. И дружеские отношения лидеров дают трещину. Раскол дополняет и разногласия. Оливер требует публичной казни короля, а Томас категорически против такого наказания. Начинается эпоха заговоров и борьбы за власть. «Убить короля» – фильм, снятый режиссером Майком Баркером. Среди его известных работ – сериалы «Рассказ служанки», «Фарго» и «Версаль». Главные роли исполнили номинант на премию «Оскар» и «Золотой глобус» Тим Рот, один из любимых актеров Квентина Тарантино, снявшийся в 4 его фильмах. Дугрей Скотт, запомнившийся зрителю по ролям в фильмах «Миссия невыполнима 2» и «Большой куш», и двукратный номинант на премию «Золотой глобус» Руперт Эверетт. Одним словом, это хороший исторический фильм, который стоит посмотреть. Мария Стюарт, когда ей было всего 6 дней от роду, стала королевой Шотландии. В возрасте 16 лет она выходит замуж за Франциска, дофина Франции. И уже через несколько месяцев после трагической гибели короля во время рыцарского турнира Мария и ее муж становятся правителями Франции. Но уже через 2 года, в 1561 году, после неожиданной смерти молодого мужа, Мария возвращается в Шотландию. По своему происхождению она имеет право на английский престол. Появление конкурентки-католички изрядно нервирует протестантскую королеву Елизавету I. «Две королевы» – исторический драматический фильм режиссера Джези Рурк. Это был ее режиссерский дебют в полном метре. В основу сюжета легла книга Джона Гая «Королева Шотландии. Истинная жизнь Марии Стюарт». Роль Марии Стюарт исполнила ирландская актриса Сирша Ронан, обладательница премии «Золотой глобус» и 4 номинаций на премию «Оскар». Королеву Елизавету I воплотила номинантка на премию «Оскар» Марго Робби. Фильм также был отмечен 2 номинациями на премию «Оскар», одна из которых завершилась победой. Ну что, у меня на сегодня все. Теперь ты знаешь, что можно посмотреть тихим уютным вечером. Не забудь оставить свой отзыв о просмотренном. Это поможет определиться другим. Смотрите и другие наши ролики. Вы найдете там много интересного. Всем пока-пока. Услышимся.